Сначала, что меня хорошо слышно. Да, слышно. Отлично. Да, всем привет. Меня зовут Яков Васильев. Я последние лет 16-17 занимаюсь. Яков, у тебя звук пропал. Окей, сейчас нормально. Да, да. Да, последние 15-16 лет я занимался коммуникационными стратегиями. Я был директором по стратегии в международных сетевых агентствах и много работал с аналитикой, с креативом, с большими брендами и так далее. Последние 3 года я очень глубоко ушел в искусственный интеллект. Мне это стало интересно вообще с каких-то совсем простых штук, типа поговорить с чатом GPT, сделать какой-нибудь конкурентный анализ и так далее. И вот, наверное, последний год я полностью переложил себя на рельсы искусственного интеллекта. Я больше ухожу во всякие автоматизации, создание каких-то personal software под себя или под коллег. Я сегодня очень кратко расскажу о том, как я вижу себе процесс планирования вообще любой вайп-кодинг движухи. Мне кажется, что, как и все, что связано с веб-кодингом, это как бы мнение автора. Каждый из спикеров, я думаю, нарисовал бы какую-то свою такую логику, но мне кажется, что для тех, кто только заходит в вайп-кодинг, как будто бы такой план чуть-чуть облегчит то, как ориентироваться и избегать фома со всех сторон, потому что ты не успеваешь как бы разобраться с одним инструментом, вышло два новых и так далее. И тут принципиально понимать вообще, ну, как бы, куда смотреть, что делать. Первый этап в любом веб-кодинг режиме, на мой взгляд, это генерация идей, потому что если у тебя нет хорошей классной идеи, если у тебя нет внутри себя ощущения, зачем ты это все делаешь, то на самом деле что-то там находишь, оно абсолютно там вторично, третично и так далее. И, собственно, это этап, мне кажется, который технический, наверное, ну, как бы от тебя требует меньше всего, но эмоционально, ментально и профессионально это самая требовательная часть в любом веб-кодинге, потому что дальше за тебя много сделает искусственный интеллект. На этапе генерации идеи, отбора идеи нужно очень много рефлексировать насчет того, для какого домена ты делаешь, почему ты хочешь делать именно это, а не какой-то другой продукт и так далее. Да, и здесь мы, по сути, вступаем в роль продуктового стратега, и мы перед тем, как вообще думать про какой-либо кодинг, должны ответить себе, какую проблему или потребность мы решаем, какой контекст рынка сейчас существует. Мы хотим скопировать приложение или мы хотим создать что-то, чем сами бы пользовались, но при этом не можем найти. Да, нам нужно покидать довольно много идей для того, чтобы как-то освободить свою голову вещами, которые у тебя на верхней полке, и ну, как-то сформировать собственное видение этого продукта. Да, нам обязательно посмотреть в Deep Research, в LLM-ках хотя бы, запустить в разных Deep Research, посмотреть, как та потребность или та проблема, с которой ты работаешь, сейчас на данный момент закрываются, что пишут сейчас люди, потому что очень часто мы просто не знаем, что, например, такой продукт есть, и тогда нам легче будет его либо, например, под себя скопировать, чуть-чуть кастомизировав, либо понять, что на самом деле твоя потребность уже решена, и, возможно, ну, не нужно огород городить. Вот. В output у нас максимально короткое описание идеи в паре предложений и табличка, которую мы можем также попросить сделать LLM-ку, да, какая у нас идея, кто у нас целевой пользователь, в чем здесь основная ценность и какие риски мы видим по каждой идее. И, по сути, на этом этапе, если мы можем за там, полминуты объяснить идею, и человек или LLM нас понимает, да, дать какую-то убойную причину, почему это нужно делать, да, то этот этап на самом деле готов. Как и с любыми креативными и стратегическими идеями, нужно отказываться от того, чтобы влюбляться в свои идеи. Это порочная довольно история, когда ты перестаешь слышать аргументы других,
когда ты упираешься лбом как бы в то, что, возможно, давно не нужно прорабатывать, это довольно важная штука. Обязательно посмотреть, есть ли аналоги, потому что нет смысла в вайп-коде то, что уже есть. Этим нужно либо пользоваться, либо смотреть, как это сделано, копировать через понимание, как устроен чужой продукт. Да, и учитывая, что мы говорим все-таки с ну, как бы позиции того, что мы в веб-кодинг заходим, нам нужно сужать скоп того, каким мы видим продукт. Нам нужна одна какая-то ключевая механика, которая будет работать, да, дальше все это будет наслаиваться сверху, когда вы будете развивать этот продукт. По сути, ну, как бы промпт, да, в том, что мы хотим сгенерить какой-то тип продукта для какой-то аудитории, просим под разными углами посмотреть на этот продукт и дать 5 направлений, как он может развиваться, и создать такую таблицу, да, которая покажет, что из этого все развивать. Из полезных продуктов, которые как бы не очевидны, я бы посоветовал посмотреть на параллель AI. Это штука, которая позволяет мониторить конкурентов, мониторить любые новости, парсить очень умным образом интернет для того, чтобы как раз заниматься конкурентной разведкой. Мне кажется, она очень часто гораздо сильнее, чем любые deep research от LLM, и в ней можно сразу менеджерить тот выход, да, ту таблицу, которую ты хочешь от нее получить. Это супер круто. После того, как мы определились с идеей, нам на самом деле нужно начинать идти по абсолютно логичной истории, которая связана с любой разработкой. И как бы то, что у нас вайп-кодинг — это ну, как бы какие-то шаги, он нам помогает делать быстрее, но базово мы должны все равно имитировать деятельность людей, которые занимаются полноценной разработкой. И здесь ну, как бы нам помогает документ, который называется PRD. Это документ, внутри которого у нас фиксируется, что мы вообще делаем. Он для нас является, по сути, содержанием проекта с точки зрения того, как обычно продукт-менеджеры привыкли приносить это в команду. Это брифинг изначальный для всех агентов дальше. Это документ, на который мы будем смотреть, и LLM-ки будут смотреть довольно часто, когда будут прорабатывать каждый конкретный шаг, который вы им даете. И здесь очень важно прописать, ну, собственно, какие у нас есть целевые аудитории и каким образом с этими целевыми аудиториями у нас происходит взаимодействие, что будет считаться успехом для таких действий с нашей аудиторией. Достаточно жестко зафиксировать то, внутри какого стека мы вообще можем пытаться придумать наш продукт реализовать, да, сколько у нас есть времени, сколько у нас есть бюджета, ну, как бы достаточно четко зафиксируем. Здесь нужно фиксировать риски, но при этом эта штука должна быть минимально водянистой для того, чтобы она была таким фарватером для всех агентов дальше, чтобы все понимали, туда мы идем или не туда. Это буквально один-две страницы, да, очень сжатая информация. Я бы советовал здесь использовать, например, чат PRD. Это кастомный чат внутри чат GPT. Он довольно неплохо справляется с первыми PRD-шками вашими, и вам станет понятно, во-первых, в чем там структура, во-вторых, вы уже будете понимать, каким образом правильно брифовать, да, в зависимости от того, что он будет вам придумывать, что он будет действительно фиксировать из того, что вы сказали. Плюс сейчас есть довольно большое количество разного софта, IDE-шек, которые идут по пути так называемого SDD, Spec Driven Development. Это когда ты не начинаешь кодить до того, как у тебя все спеки твоего будущего продукта не прописаны. И, собственно, вот, ну, PRD — это первая составляющая как бы того, чтобы были спеки нормально написаны. Здесь это у меня Kiro, это амазоновский IDE
который позволяет как раз скормить ему PRD-шку, и она после этого очень четко, ну, гораздо более четко начинает работать, чем просто ты приходишь и рассказываешь своими словами, какой продукт ты хочешь получить. Ну, как бы критерии приемки здесь — это то, что любой, кому ты рассказываешь, что ты сейчас делаешь, у него не останется вопросов. Здесь мы пишем в основном, что мы делаем, а не как мы делаем. Здесь мы, ну, как бы стараемся быть очень конкретными с точки зрения формулировок, но при этом понимаем, что все равно PRD штука довольно гибкая. Ну вот. Ну и те ограничения по стеку, по бюджету, по времени, которые мы фиксируем, они для нас должны быть достаточно важными, вводными, потому что от этого зависит вся дальнейшая разработка. Собственно, после этого мы переходим к архитектуре. Мы входим уже в роль человека, который отвечает за то, каким образом у тебя будет организовано, в том числе и итоговый продукт, и подготовка этого продукта. И здесь как раз помогают в том числе тот же самый Кира, те же самые последние функции, которые там выходили в курсоре, в антигравити и так далее, которые позволяют тебе планировать все это дело по таскам. И ну, на этом этапе у нас происходит переход от документа, который, по сути, является списком требований, к тому, каким образом мы будем это все дело уже потом собирать. Здесь мы фиксируем, какие API-шки у нас есть, здесь мы фиксируем, какие зависимости у нас есть, и, по сути, на выходе у нас получается такое дерево проекта, где, ну, становится понятно, как бы в какие модули, какими кусками, чанками мы будем писать этот код. Здесь, ну, как бы очень важно, если, ну, как бы вы не привыкли к подобной работе, как можно больше спрашивать, почему тебе LLM дала то или иное решение, использовать какие-то MCP-шки типа Context 7 или Sequential Thinking дополнительно, которые позволяют, Context 7 позволяет максимально up-to-date технологии использовать. Ну, то есть у тебя есть представление о том, что у тебя должна какая-то функция быть выполнена, но LLM у тебя была обучена, там, не знаю, год назад, полгода назад. И для того, чтобы не упускать такие моменты, мы используем MCP Context 7, которая простукивает у тебя интернет и проходится по тому, нет ли каких-то апдейтов, да, для того, чтобы у тебя не было проблем, чтобы у тебя технологии друг с другом внутри не ссорились. Собственно, после этого мы уходим в уже кодирование и в кодинг, да, когда у нас есть архитектура и есть представление, что именно у нас будет как бы внутри каждого модуля, мы начинаем писать код. И ну, последняя практика показывает, что даже когда у тебя умные штуки типа Кира или Курсора разбили все это дело на таске, и у тебя, я не знаю, продукт сейчас состоит из 15 разных задач, которые они готовы постепенно решать, она видит у тебя из PRD, это IDE-шка, ну, что ей нужно делать. Она даже иногда, ну, как бы готова сразу делать тесты, потому что ты ее попросил. Она все равно начинает генерить довольно много кода, и модели, какими бы они классными, разумными и опытными не были, они все равно довольно плохо работают с большим количеством контекста. Поэтому мой вам совет, не знаю, может быть, коллеги, кто будет сегодня дальше выступать, со мной поспорят, но у меня есть ощущение, что мы должны держаться внутри, ну, как бы каждая задача, вот при таком первом, скажем так, вступлении, да, в вайп-кодинг, она должна быть довольно короткая. Ты должен фиксировать, что подобный тип задачи за полчаса-час сделает руками full-stack разработчик, и что, ну, как бы чанки, которые она тебе должна отдавать, это чанки где-то 250-350 строк, просто потому что так легче, ну, как бы постепенно набирать нужный модуль, да, чем
ну, сразу давать задачу, когда ты вообще ничего не понимаешь в коде, чтобы у тебя, ну, сразу все летало, как бы это, ну, штука опасная. Вы потратите потом очень много времени для того, чтобы разобраться, откуда была ошибка. А когда вы смотрите на эти небольшие куски с кодом, во-первых, легче разобраться, понять какие-то паттерны, которые есть, понять, где тут кто за что отвечает, да, и, во-вторых, ну, это реально экономит очень много времени. Собственно, ваша задача здесь что получить тот код, который будет работать, тот код, который пройдет тесты, потому что мы просим, чтобы они проводили тесты внутри IDE, и получить, ну, собственно, тот код, который работает, README или AgentsMD для LLM, чтобы, ну, как бы все могли быстро понять, что за проект, соответственно, после этого, ну, как бы часто нам важен пятый этап, который называется дебаг, да, потому что у нас очень часто возникает огромное количество ошибок, какое-то поведение, которое мы не ждали, начинает воспроизводиться. И, ну, я думаю, что коллеги сегодня расскажут, в том числе про свои продукты, которые помогают дебажить, да. Я ну, как бы использую довольно часто такую штуку, которая называется Repamix, когда ты можешь собрать ну, всю кодовую базу своего проекта в один файл и условно отправить его в AI Studio, который обладает максимально широким контекстом, снизить там температуру практически до нуля, потому что, ну, как бы нам нужно строго отнестись к той информации, которую мы ему скормили. И, ну, как бы, что важно, нужно объяснить LLM, которая пытается поймать ваши баги, поймать ваши ошибки какие-то там в коде, в логике. Нужно объяснять, каким образом ты попадаешь в эту ошибку, что ты хочешь, чтобы происходило, каким образом ты эту ошибку получаешь. Например, ты работаешь на Windows, ты работаешь в Kira, у тебя все локально работает до какого-то момента, а потом вот скриншот ошибки, что получается. Таким образом, LLM-ка не будет гадать, ну, в какой момент у тебя где что отвалилось, да, она будет понимать, каким образом эта штука воспроизводится, и, соответственно, будет уже указывать тебе на то, что здесь можно поменять. Мы от кодекса или от AI Studio в этот момент ждем каких-то гипотез. Не нужно думать, что все сразу пофиксится, но они должны дать вам какую-то идею, каким образом работать с этой ошибкой. И после этого вы пробуете те несколько вариантов, которые были предложены, да, каким образом вы будете решать, да. И здесь очень важно, что после этого имеет смысл где-то себе записать на доске Miro, отложить куда-то заметки в Obsidian, куда угодно, какая ошибка у вас была, если она была, ну, какая-то принципиальная и неожиданная для вас, да, каким образом ее удалось починить, да, для того, чтобы тоже лучше представлять, что вообще происходит с кодом, когда мы не программисты. Вот. Дальше идет пункт деплоя, когда нам нужно работающий продукт, в котором мы пофиксили баги, отправлять куда-то в интернет для того, чтобы был доступ у пользователей. Здесь довольно важно в том числе сверить, что у тебя все совпадает с тем, что у тебя было написано в PRD, и ты не сделал какой-то продукт, который сильно отличается от того, что ну, как бы планировалось изначально. Нужно посмотреть, что на той платформе для деплоя, которой ты пользовался, все работает так же, как у тебя в локальном твоем окружении. Первые часы смотреть на ну, на том сервисе, где ты задеплоил, есть ли какие-то ошибки, попросить знакомых, друзей, коллег поковыряться в этом во всем деле, потому что, ну, в первые часы какие-то принципиальные ошибки, если были допущены, они всплывут, да, и легче будет с этим всем работать.
Я вижу, что время заканчивается. Мне важно подчеркнуть, что когда кто-то что-то запустил, он очень часто забывает рассказывать вокруг себя о том, что он что-то сделал. Это принципиальная, мне кажется, штука, которая, ну, во-первых, поможет вам становиться лучше, потому что вы будете получать какой-то фидбэк. Во-вторых, ну, это прокачивает и ваш социальный капитал. И в целом, ну, как бы отстойно делать какие-то продукты, в которые ты верил на этапе генерации идеи, а потом про них не рассказывать. Вот, как человек с коммуникацией, я призываю всех, кто даже, не знаю, самый простецкий продукт какой-то запилит, обязательно о нем рассказывать. Последнее, наверное, про фидбэк-луп я уже не буду рассказывать, да. Последнее, пройдемся по принципам. Делать лучше все мелкими шажками, да. Большой кусок, даже если переварит LLM, мы можем не переварить. Рабочий код гораздо важнее, чем какая-то невероятная документация. Смотрите за тем, какие решения вы принимали, как вы исправляли ошибки не меньше, а может быть даже и больше, чем на код. Есть ощущение, что на код мы вообще скоро смотреть не будем. Если где-то застрял на одном из этапов, нужно откатываться на шаг назад и смотреть, нет ли там ответа на твою проблему, которая возникает. Ну и смотреть на LLM-ку как на помощника, а не замену, потому что это как бы сущность, которая готова кодить, но она не готова принимать за вас какие-то решения, а если она будет принимать за вас решения, то тогда и мы тут не нужны. Вот, я старался уложиться в отведенное время. Если есть какие-то принципиальные вопросы, давайте обсудим. Если нет, то я буду сам с удовольствием слушать спикеров дальше. Спасибо, Леша. Ой, Леша, уже про следующего спикера думаю. Спасибо, Яков, за выступление, э, за такое погружение, да, то есть прям веером рассказал, про что это. Есть ряд вопросов. Я думаю, что их будет штучки 4-5. У нас как раз 5 минуток. В целом, 1 минута на вопрос, я думаю, что вполне. А, Ты много рассказывал про баг-репорт, а что насчет автотестов? Да, то есть можно ли нужно ли их писать, есть ли инструменты под это, чтобы не самому пробегаться по каким-то стандартным сценариям, там, например, пройди регистрацию, ну или что-то подобное. Ну, для этого есть всякие MCP-шки, которые позволяют тебе, типа Playwright, которые позволяют тебе ну, просить агент выполнить твой сценарий и проверить, что он работает. Если мы говорим про какие-то браузерные штуки, у которых есть фронтенд, по сути, сейчас большинство IDE-шек уже имеют у себя встроенный браузер, и довольно легко ты, ну, как бы проходишь сценарии своих собственных пользователей и понимаешь, где у тебя что отламывается. Вот. По каким-то тестам, которые больше связаны с бэкэндом, все еще можно просить, чтобы эта штука сама себя тестила. И для того, чтобы проверить, что происходит, я обычно спрашиваю, ну, какие тесты здесь нужны, почему их нужно делать, и после этого, ну, как бы я говорю, окей, теперь я понял, сделай мне эти тесты. Я и начинаю понимать, что происходит, и при этом, ну, как бы мой код становится чуть более стабильным. Вот, наверное, я постарался ответить Да, за минуту. круто. Круто, круто. В продолжении, на самом деле, первого вопроса, а есть ли какие-то стандартные модули, ну, типа, знаешь, flow регистрации, вот чтобы не переделывать из проекта в проект, да, то есть, например, там, Мгм. регистрация, не знаю, там, подписка на Ну, email, понятно, ну, что-то регистрация — такое, это да? супер-бейс, да, условно. Ну, смотрите, короче, это все есть. Здесь вопрос в том, какой, ну, как бы стек. Вы все равно будете так или иначе придете к тому, что вы будете переиспользовать какие-то технологии, которые уже есть. Во-первых, можно, ну, как я делаю, если мне нравится какой-то момент, я не знаю, в интерфейсе, я с ним столкнулся, и мне там стало удобно. Я его скриншочу и иду в LLM
LLM-ку довольно часто и говорю, слушай, а что это, какая здесь технология висит, да, и так далее. И так вы понимаете в следующий раз, когда вам нужно будет сделать, подкрутить базу данных, или вы помните, что вам понравилось, там, не знаю, визуально, как собрана таблица какая-нибудь, ты просто отправляешь в LLM-ку и говоришь, что это было, она тебе говорит, ну, это SHA-CN, скорее всего, такая-то библиотека. И в следующий раз ты говоришь, верстай мне фронт на SHA-CN, там, я не знаю, вход по логину делай при помощи Supabase. Ну, то есть нужно подходить как бы к интернету сейчас, если вы веб-кодите, как к большой выставке технологий, которые вы можете, ну, как бы взять и, ну, как бы забрать себе в проект. Поэтому я бы не просто думал о том, что вот сейчас есть 5 технологий, которые классно работают, мне вокруг них нужно крутиться. Если мы пользуемся чем-то крутым, и нам это нравится, очень часто мы можем попросить LLM-ку, ну, как бы, сделать это частью нашего проекта, потому что тоже там все на одном и том же стеке на самом деле сидят. Мгм. Супер. Так, еще такой вопрос. Есть мнение, что чем прокачаннее модель, ну, там, чем она дороже, там Gemini 3 Pro сейчас, которая выходила, потом ее Claude 4,5 буквально на днях же и заменил, да, то есть вот к Мгм. таким моделям есть мнение, что нужен подход более творческий, то есть э, менее точно задавать задания, да, то есть и чем дешевле модель, чем она менее прокачана, тем более точные задачи нужно давать. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, я думаю, что это связано с тем, что когда у нас были ну, когда у нас появились думающие модели, у нас перешла парадигма от промпт-инжиниринга в контекст-инжиниринг. И мне кажется, этот вопрос тянется отсюда, что раньше мы писали большое ролевое моделирование, делали того, кто у нас модель, чем она является, чем мы от нее ждем, давали кучу примеров и так далее. И мы, по сути, писали под нее инструкцию. То есть сейчас они эти инструкции сами под себя неплохо генерят, но от этого, ну, как бы появляется большая зависимость про контекст. Когда ты объясняешь, кто этим будет пользоваться, что вы уже делали, какие ресурсы у вас есть и так далее. И вот мы перешли в этап контекст-инжиниринга. Это касается, ну, взаимодействия с LLM-ками, ну, шире, чем веб-кодинг. Вот. С точки зрения того, ну, как бы тут тоже нужно понимать, что мы очень много видим там, я не знаю, я всю ночь смотрел разные стримы сегодня, после выхода Opus 4.5, но все, что мы смотрели, это то, как модели ваншотят. Ну, то есть мы смотрели за какими-то прикольными промптами, где с одного промпта мы ждали какой-то результат, может быть, там одну-две итерации максимум. Ну, когда вы планируете свой проект, мне кажется, имеет смысл планировать в том числе и с точки зрения того, как ты работаешь с ресурсами. Потому что, ну, все можно писать на самых дорогих моделях и тратить баснословное количество денег, но если там у вас разница в 5, не знаю, 10% по качеству, но при этом, не знаю, в 100 раз по цене, ну, я бы задавал себе вопрос, имеет ли смысл мне сейчас переплачивать за фронтир-модель, хотя, ну, ну, как бы в веб-кодинге мы очень часто решаем задачи, которые уже были, ну, решены много раз. Именно поэтому, ну, как бы здесь важно, какую идею, да, ты приносишь сюда. И вот здесь при этапе генерации идей, при этапе анализа я бы использовал самые классные модели. Но когда тебе нужно какой-то стандартный модуль запилить, который ты пилишь первый раз, ну, как бы люди пилят в миллионный, наверное, ну, как бы сжигать все лимиты на самую умную модель смысла нет. Но мне кажется, что это с часами в курсорах и всяких ADE-шках это у тебя становится уже на кончиках пальцев. Ты понимаешь, где тебе нужно распланировать с умной штукой, а где у тебя просто сейчас будет много технической работы, ты жжешь токены, поэтому у тебя работает кто-то попроще. Мгм. Супер, супер. И финальный вопрос, буквально короткий, ну, я надеюсь, что он короткий. Ты рассказал про этап создания продукта, да, то есть, а что с выходом продукта на рынок, про коммуникации с целевой аудиторией и вот это вот все? Ну, все, что, ну, ваша задача, ну, на мой взгляд, при вайп-кодинге создать прототип чего-то, чего еще не было, на технологиях, которые уже были. И дальше имеет смысл это, ну, как бы, если это действительно решает какую-то большую проблему на рынке,
имеет смысл, во-первых, заявиться на отраслевую какую-нибудь конфу и сказать то, что все, чем люди занимались последние 15 лет, фигня, потому что теперь ты закрываешь 30% работы их бизнеса. Либо искать, ну, команду и инвесторов, которые, ну, как бы готовы вкладываться в это как в продукт, потому что весь этот, ну, 99,9 в периоде проектов, которые будут новокожены, это все-таки штуки, которые, ну, как сказать, personal software, да, или какой-то корпоративный софтвер, но там под ваше, не знаю, под вашу компанию или под ваше агентство. С другой стороны, ну, как бы маркетинг в этих штуках работает довольно круто. И как раз недавно вышло очень крутое исследование о том, что, по-моему, ребята взяли 200 последних стартапов, которые в Y-комбинаторе получили инвестиции больше $1 000 000, и оказалось то, что там больше 70% это просто обертки под OpenAI и под антропиковские API-шки. Ну, то есть, что нам еще раз говорит о том, что, ну, в принципе, маркетинг, он как бы позволяет ту технологию, которая уже есть, чуть-чуть по-другому преподнести, показать, что это на самом деле то, чего люди не видели, и они будут в это вкладываться. Но я уверен, что все эти компании, которые получают реально инвестиции, они, ну, достаточно серьезно относятся к своему стеку, и это там не первый, второй, третий их продукт. Они понимают, где они находят преимущества, в том числе с точки зрения пользования чужими технологиями. Ну вот. Я бы пока думал не о том, как продать продукт, а как сделать классный продукт. Потому что будет классный продукт, будет продажа. Согласен, согласен. Огонь. Яков, спасибо за выступление. Супер. Мы там ребята спрашивали в комментариях, сможем ли мы поделиться доской. Вроде как Я, сможем, да? да, я поделюсь. На прощание спасибо и подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. Я его месяц назад завел. Мне это важно.